Привет, друзья! Земля словно взбунтовалась против человека. Стихия идет одна за другой, разрушая все на своем пути. Всего за сутки десятки катастроф на разных континентах. Кажется, планета подает нам сигналы, которые мы уже не можем игнорировать. И переносимся сразу в Испанию. Вчерашний вечер в небольшом муниципалитете Ильора, расположенном в провинции Гранада на юге Испании, превратился в настоящий кошмар для местных жителей. Предупреждение о желтом уровне опасности было выдано заранее для региона, однако никто не ожидал такой интенсивности. Короткая, но яростная гроза обрушила на город более 60 мм осадков за час, вызвав масштабные наводнения, которые затопили улицы, дома и гаражи. Служба экстренной помощи Андалусии зафиксировала около 15 инцидентов. Дороги, ведущие к Эльоре, были временно закрыты из-за скопления воды и обломков. Все муниципальные службы работали в усиленном режиме до поздней ночи. По данным местных властей, причиной сильных ливней стало сочетание атмосферного фронта и отголосков недавнего урагана Элис, который в начале октября вызвал сильные наводнения на восточном побережье Испании, затронув такие регионы, как Валенсия и Каталония, а также Балеарские острова. Власти призывают жителей Эльоры и других пострадавших районов оставаться в помещении и избегать передвижения по затопленным улицам. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно обращаться в службу спасения. Вечер 16 октября стал зрелищным и пугающим напоминанием о мощи природы для жителей Гватемалы. Стратовулкан Фуэго, один из самых активных в Центральной Америке, устроил серию из 3 мощных взрывов. Вулкан Фуэго высотой 3763 метра, расположенный в 35 километрах к юго-западу от столицы, между департаментами Сакаты-Пекес, Эсквинтла и Чимальтенанго, известен своей почти постоянной активностью. По данным вулканологов, взрывы выбросили облака пепла на высоту до 500 метров над кратером. Кроме того, камеры зафиксировали выпадение раскаленных обломков на расстояние до 1100 метров по флангам вулкана. С 2018 года вулкан находится в фазе повышенной активности, постоянно выбрасывая пепел, лаву и лавины обломков. Осень в Заполярье уступает место зиме. Утром 17 октября в Териберке, живописном селе на берегу Баренцева моря, выпал первый снег, покрывший окрестности белым покрывалом. Дорога в Териберку протяженностью около 40 километров на участке у реки Серебрянка оказалась особенно проблемной. Здесь образовалась снежно-ледяная корка, усложнившая движение. Местные власти и синоптики призывают жителей и туристов быть осторожней, сменить на машинах резину на зимнюю и избегать поездок на летних шинах. Хотя снег пока не постоянный, это сигнал, что зима уже близко. В Боливии город Тариха и его окрестности оказались под ударом стихии. Мощный ливень, сопровождавшийся крупным градом, обрушился на регион, вызвав масштабные наводнения и значительные разрушения. Городские улицы и проспекты мгновенно превратились в бурлящие реки, движение оказалось заблокировано, а инфраструктура получила серьезный ущерб. Град необычно крупного размера повредил многочисленные здания и автомобили. Крыши жилых домов, зданий школ, центрального рынка и даже мэрии получили повреждения. На центральной площади города и в районе проспекта Виктора Паса вода и град образовали слой до метра высотой, погребя под собой автомобили, мотоциклы и торговые павильоны. В здании управления землепользования обрушилась стена. В некоторых районах города также отмечено обрушение крыш жилых домов. В сельских общинах провинции Серкада град уничтожил посевы, принеся фермерам значительные убытки.
Ситуация в регионе оценивается так критическая. В экстренные работы вовлечены более 200 человек и специализированная техника для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. Местные власти призывают жителей к осторожности и соблюдению мер безопасности. Ведется оценка ущерба и разработка плана по ликвидации последствий наводнения. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Один из самых активных вулканов мира, Килауэа, готовится к новому извержению. По данным Гавайской вулканологической обсерватории, предвестники 35-го эпизода текущего извержения в кратере Хале-Маумау продолжают нарастать. За последние сутки зафиксировано более 25 событий перелива лавы и ее обратного стока из южного кратера. В северном кратере наблюдалось интенсивное прерывистое разбрызгивание лавы. Хотя полноценное фонтанирование лавы еще не началось, эксперты прогнозируют его старт в ближайшие дни с 17 по 22 октября, с наибольшей вероятностью 18-20 октября. Над вулканом действует оранжевый авиационный код, означающий повышенную опасность. Угрозы для населенных пунктов на данный момент нет. В священной зоне Шри Бадринат-Дхам, одном из 4 главных индуистских паломнических центров, произошел зрелищный природный феномен. От ледника Кубер-Бандара, расположенного на северных склонах горы Кубер, отделился значительный фрагмент льда. Он с громким шумом сошел по склону и достиг верховья ручья Канчанганга, одного из притоков реки Алакнанда. Обвал остановился в нескольких сотнях метров от национального шоссе Бадринатх, не затронув дороги или поселения. На Коста-Рику обрушились сильные ливни, которые привели к масштабным наводнениям в провинции Гуанакасти и Центральной долине. Согласно данным Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, за один день по всей стране было зафиксировано 67 случаев подтоплений. Провинция Гуанакасти оказалась в числе наибольше пострадавших регионов. Больше всего пострадали районы Никоя, Карильо, Ла-Крус и Санта-Крус. Там отмечается переполнение и выход из берегов рек, затопление домов и дорог. Непогода также нанесла урон Центральной долине, особенно в провинции Сан-Хосе. Из-за разлива ручья Чиламат подтоплены дома, улицы и тротуары. Эти наводнения стали следствием сильных дождей, которые продолжались в стране на протяжении нескольких дней. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей. Погодные условия в регионе остаются нестабильными, и прогнозы на ближайшие дни указывают на вероятность продолжения дождей, что может усугубить ситуацию. Необычная сейсмическая активность наблюдается в пакистанской провинции Читрал. Местные жители сообщают, что горный массив Гиндукуш разрушается, каменные глыбы срываются с гор до поздней ночи. Также потрясывает и у подножья горы Тиричмир, которая с высотой 7708 метров над уровнем моря является самой высокой вершиной Гиндукуша. По оценкам местных властей, за 3 дня обрушилось не менее 50 крупных глыб, заблокировано несколько троп, 20 семей были эвакуированы из зон риска. Регион Гиндукуш исторически сейсмоопасен. Здесь сходятся индийская и евразийская плиты, провоцируя частые толчки. Однако текущая активность необычна. Она не фиксируется как классические землетрясения, а проявляется в форме низкоамплитудных вибраций, которые не регистрируют стандартные сейсмографы. Пакистанский метеорологический департамент подтвердил отсутствие толчков магнитудой выше 2 в Читрале за сутки, но отметил повышенную фоновую активность в Гиндукуше. Возле прибрежного поселка Гараф, расположенного в 25 километрах к югу от Барселоны, над Средиземным морем сформировался водяной смерч. Это редкое для этих мест явление длилось около 15 минут. И хотя смерч не достиг суши и не причинил ущерба, он вызвал панику среди рыбаков и туристов.
Это атмосферное явление похоже на торнадо, но обычно слабее. Образуется чаще в тропических широтах и над теплыми водами, и может возникать даже в ясную погоду. Несмотря на свою природу, он все же может быть разрушительным из-за высокой скорости ветра. В четверг город Констанца в провинции Ла-Вега в Доминиканской республике пострадал от сильных дождей, которые привели к подтоплению нескольких районов. Ливни начались около полудня и продолжались с перерывами до позднего вечера. Вода стремительно стекала по склонам, превращая узкие улочки в бурные потоки. Наиболее серьезно пострадали районы Эль-Церкадо, Лос-Пейнадос, Эль-Аренасо и Ла-Секадора. Уровень воды на улицах достиг 30-50 сантиметров, затопило первые этажи жилых домов и гаражи. На въезде в город, возле школы, скопление воды практически парализовало движение транспорта. По предварительным оценкам гражданской обороны подтоплено около 200 домов и 15 километров местных дорог. Электричество в некоторых районах отключено до сих пор из-за повреждений инфраструктуры. Согласно данным метеорологов, сильные дожди в Доминиканской республике в этот период были вызваны сочетанием тропической волны и атмосферного фронта. Власти призывают жителей избегать затопленные улицы и не пытаться форсировать водные преграды. Это может быть фатально. Земля на выходных попадет под влияние корональной дыры. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, все же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных. Сильнейшие проливные дожди, обрушившиеся на столицу Гондураса, вызвали масштабные наводнения, оползни и разрушения. Утро пятницы город встретил парализованным. Улицы оказались под водой, а несколько районов были отрезаны от внешнего мира. Среди наиболее пострадавших районов Альтос де Сан-Франсиско, Смит, 1 де Дисьембре и Ла-Лагуна. Тут были зафиксированы масштабные подтопления и оползни. По данным спасательных служб, в результате схода грунта в секторе Ла-Кесада погибла 25-летняя девушка, когда обрушился ее дом. Власти города объявили красный уровень тревоги, подчеркивая серьезность положения и призывая жителей покинуть опасные зоны вблизи рек и оврагов. Свыше 1000 человек оставили свои дома. Их разместили во временных приютах. Многие районы Тегусигальпы остались без связи и электричества. Из-за повышенного риска оползней в городе временно приостановлены занятия в школах. Эти наводнения – кульминация сезона дождей 2025 года, начавшегося в сентябре. Эксперты связывают нынешнюю интенсивность осадков с изменением климата. Тропические волны усиливаются, насыщение почвы водой растет. Тегусигальпа, втиснутая в долину с крутыми склонами, это фактически зона высокого риска. Под прямой угрозой здесь находится более 600 кварталов. Утро пятницы в небольшом городке Дель-Кампило на юге аргентинской провинции Кордоба превратилось в зимнюю сказку. Мощный шторм обрушил на улицы и поля град, покрыв все белым слоем, словно снегом. Шторм налетел внезапно и продолжался около часа. По данным метеостанций, в Дель-Кампило выпало до 50 мм осадков. Жители говорят о поврежденных автомобилях, крышах и урожае. Соя и кукуруза, ключевые культуры региона, повреждены на 20-30% площади в радиусе 10 километров от Дель-Кампило. Синоптики продлили оранжевое погодное предупреждение для юга Кордовы до 19 октября. Ожидается до 30 мм осадков. Также возможен новый град.
Две кометы сгорели в атмосфере Солнца с интервалом в несколько часов, и это попало в объективы космических коронографов Ласка. Отмечается, что кометы родились из первичного газопылевого облака в эпоху формирования Солнечной системы и являются одним из древнейших тел. Некоторые из них могут быть даже старше Солнца. Предполагается, что на видео два фрагмента одной более крупной кометы, которая разрушилась в результате столкновения с неизвестным объектом. Из-за случившегося орбита кометы могла измениться и приблизиться к Солнцу. Департамент Итапуа на юге Парагвая оказался во власти мощного штормового фронта, который принес проливные дожди, локальный град и резкое ухудшение погоды. В Энкарнасионе, столице департамента, проливной дождь продолжался около 2 часов, вылив за это время 88 мм осадков, что превышает месячную норму на 50%. Вода стремительно заполнила улицы и проспекты. Центральные дороги превратились в реки, сделав некоторые участки непроходимыми для автомобилей и пешеходов. В Капитан-Миранде, сельском районе в 15 километрах от Энкарнасиона, ситуация осложнилась сильным градом. Крупные градины обрушились на поля и крыши домов, повредив посевы сои и кукурузы. Власти региона объявили чрезвычайную ситуацию, направив в пострадавшие районы спасателей. В свою очередь, метеослужба продлила оранжевый уровень тревоги для Итапуа до 19 октября. Ожидаются новые дожди с грозами и резкое похолодание. Сильные грозы обрушились на большую часть севера и востока Нового Южного Уэльса в Австралии, принеся с собой крупный град, сильный дождь и разрушительный ветер. Град размером до 4 сантиметров наблюдался в районах Гилгандры, Дабба, Кунабарабрана, а также около Сиднея и Ньюкасла. Сегодня холодный фронт, вызвавший штормы, ослабил свое влияние, но на северо-востоке региона сохраняется вероятность сильных гроз с крупным градом и разрушительными ветрами. В коммуне Бешлуль, расположенной в провинции Буира на севере Алжира, прошли сильные дожди, вызвавшие разлив местных рек, в результате чего затопило улицы, дома и сельскохозяйственные угодья, а также вызвало оползни и перебои с электричеством. Согласно данным Национальной метеослужбы, в провинции Буира за 3 часа выпало до 70 мм осадков. Вода хлынула из близлежащих холмов, превратив сухие русла в бурные потоки. Сошедшие на склонах оползни заблокировали доступ к окраинам. В центре коммуны подтопило около 50 домов и несколько ферм. Аналогичные наводнения затронули соседние районы Буиры, такие как Лакра-А и Сур-эль-Гузлан, где разлив реки унес скот и повредил мосты. По предварительным данным провинциальной службы гражданской защиты, пострадали десятки семей, но жертв удалось избежать благодаря оперативной эвакуации. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.